Всем привет и добро пожаловать в Копенгаген. Здесь жутко холодно, идут дожди, завивают ветра, поэтому большую часть времени мы прячемся по всяким помещениям. Но эта ужасная погода все равно не помешает нам отлично провести отпуск и посмотреть город. И, разумеется, снять парочку видео. Ну и сегодняшнее видео будет, соответственно, про скандинавские языки. В основном про датский язык, официальный язык Королевства Дания, но еще немножко про другие скандинавские языки, которые идут вкупе с ними. Если мы тут не замерзнем до смерти, то, наверное, мы еще сможем снять даже одно видео про сам Копенгаген, но это пока не точно. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и поехали. Итак, в Королевстве Дания есть всего один официальный язык, и это датский. Но здесь также говорят на некоторых других, более редко представленных языках, в том числе фарерском, немецком и гренландском. Я постараюсь сказать по паре слов про каждый из них. В основном, естественно, я буду говорить про датский язык, а еще про то, почему скандинавы так офигительно говорят, но на английском языке. Потому что они действительно на нем говорят просто потрясающе. Не было еще ни одного места, куда бы мы пришли и с нами не говорили на абсолютно свободном, понятном английском языке, начиная от туристических мест, ресторанчиков и музеев и заканчивая простой аптекой и продуктовым магазином. Итак, датский язык — это один из германских языков, так же как и нидерландский, про который я уже снимала видео. Но на этот раз речь пойдет о северогерманском языке. В английском языке эту языковую группу периодически называют the Nordic languages. К этой языковой группе относят не только датский, фарерский и гренландский, но еще и норвежский, шведский и исландский. Исландский, кстати, это мой личный персональный Эверест. Я мечтаю о том, чтобы выучить однажды этот язык. Но вернемся к делу. Одной из самых интересных отличительных черт датского языка заключается в том, что артикль ставится не перед словом и отдельно от него, как мы привыкли в романских языках, да, the cat или das Brot или le courage, мой любимый пример почему-то. Но артикль в датском языке ставится в конце слова и прилепляется к нему. Это немножко напоминает мне лично немецкий язык, потому что в немецком языке есть такое явление, как глаголы с отделяемыми приставками. То есть это, по сути, нормальный человеческий глагол, у которого мы берем приставку, отрываем ее от слова и ставим в конец предложения. Не того же самого слова, а прям целого предложения. Если взять какой-нибудь пример из русского языка, то у нас получается «я ехал домой при». Вместо «я приехал домой». Звучит ужасно, пугающе. Хорошо помню, как эти немецкие глаголы с отделяемой приставкой заставляли меня страдать, когда я учила этот язык в университете. Еще в датском раньше была еще одна очень немецкая черта. До 1948 года все существительные в датском языке писались с заглавной буквы. В немецком они до сих пор пишутся с заглавной буквы. Это не служит никакой определенной цели, но это просто прикольно. Носители континентальных скандинавских языков понимают друг друга относительно хорошо. И это касается как письменного, так и устного общения. Но вот когда речь заходит об островных скандинавских языках, здесь уже все гораздо сложнее. И носители друг друга понимать будут с меньшей вероятностью. Но зато, например, в Исландии датский учится в школе как первый иностранный язык, потому что именно датский язык используется как язык межнационального общения между носителями скандинавских языков. Что касается датчан, для них первый язык английский. Они начинают учить язык обычно очень рано, в возрасте 8-9 лет. И ввиду того факта, что скандинавские школы и вообще скандинавская система образования с Финляндией во главе в принципе являются одними из лучших систем образования, и скандинавы просто умеют преподавать языки и вообще просто умеют преподавать и правильно учить своих детей всему, то совершенно очевидно, что английский язык скандинавы тоже умеют вкладывать в головы своих маленьких датчан. Более того, в скандинавских школах изучение английского языка — это приоритет с большой буквы «П». Для скандинавов просто в этой ситуации совершенно очевидно, что знать свой родной язык — это важно, нужно и это очень ценно. Но, по большому счету, ни один скандинавский язык не имеет никакой ценности или веса за пределами той страны, в которой он используется. Поэтому прекрасно понимаю, что для того, чтобы преуспеть в мире, чего-то добиться и найти хорошую работу и вот все вот это вот, все скандинавы понимают, что для этого нужно знать хотя бы один международно используемый язык, который у нас в мире английский. Поэтому в этой стране люди просто лишены лингвистического снобизма, лингвистического шовинизма. Они относятся к языку как к средству и тратят много сил и времени на то, чтобы его выучить. Есть, кстати, еще одна причина, почему скандинавы так круты в английском языке. Поскольку английский язык также является германским языком, между английским и другими скандинавскими языками существует
определенное количество сходств, которые очень сильно облегчают скандинавам задачу. Эти сходства могут быть фонологическими, грамматическими, лексическими, синтаксическими, но смысл в том, что они просто есть. И при определенной степени ловкости эти сходства очень могут сильно упростить задачу при изучении языка. Однако эта ловкость обычно присуща все-таки лингвистам или людям, связанным все-таки каким-то образом с языком. Поэтому эта ловкость не будет тем самым фактором, который будет гарантировать беглость. А вот погружение будет гарантировать. Судя по всему, в скандинавских странах английский является просто вездесущим. Они постоянно смотрят английское телевидение, английские телеканалы, у них много книг на английском, здесь есть пресса на английском, и все это выглядит действительно впечатляюще. Что касается фарерского языка, который является официальным языком на Фарерских островах, которые также являются одной из территорий королевства Дании, этот язык не имел своей собственной письменности вплоть до 19 века. До тех самых пор датский язык был языком письменной коммуникации, а вот фарерский язык свою письменную форму обрел только тогда, когда один замечательный человек все-таки изобрел эту письменность, целенаправленно ее сделал. И появилась она только в 1846 году. Язык Фарерских островов основан на исландском языке, а исландский, в свою очередь, прекрасен просто по целому ряду причин. Ну, во-первых, исландский язык — это многовековая лингвистическая традиция. Он является одним из элементов культуры, богатейшей культуры и литературы Исландии. Более того, в течение очень долгих веков Исландия была страной абсолютно сплошной грамотности. Это значит, что там не было господ, которые владели грамотой и несколькими языками, и рабов или низших слоев, которые грамотой не владели, читать или писать не умели. Более того, и самое интересное в исландском языке заключается в том, что этот язык и его письменная форма в первую очередь не поменяла свою форму в течение веков с того самого момента, как появилась письменность исландского языка. Именно благодаря этому факту исландцы до сих пор способны с легкостью и безо всяких усилий читать средневековую древнюю литературу. И они любят это делать. Ну и, соответственно, нет разрыва между письменным исландским языком и устным исландским языком. То есть как все пишется, так все и говорится. И как это все делалось в древности, когда только появлялась письменность, так это все продолжает делаться до сих пор. И это просто завораживает. Язык сам по себе сложный, потому что там огромное количество спряжений, огромное количество склонений, там сложная грамматика, в которую надо вникать и очень много запоминать. Но это совершенно не умаляет его красоты, прелести и очарования. Потому что один тот факт, что, говоря на исландском языке, можно разговаривать точно так же, как на нем говорили веками назад, только это просто манит меня, как мотылька к свету. Вот такой небольшой обзор скандинавских языков у меня получился. Наверное, мы попробуем пойти прогуляться, хотя там порывы ветра 11 метров в секунду, поэтому не факт, что у нас что-то получится, но хотя бы зато кончился дождь и вышло солнышко. На этом у меня все. С вами была Лена. До новых встреч и увидимся на следующей неделе. Всех целую, всем пока!